В тумане утреннего Кении, на опушке густых джунглей, величественный лев по имени Скар медленно полз, издавая тихие стоны боли. Его лапу сжало в капкане, и теперь она была искалечена, распухшая и гноящаяся. Каждый шаг давался ему с трудом, и на его мокрой от пота шерсти отражались блескучие капли. Сильный инстинкт выживания требовал от льва бороться за свою жизнь. Но истощение и боль лишали его сил. В сознании воцарилось неистовство. В одной части он хотел бороться, готов был разорвать любой капкан одним ударом, в то время как другая часть сообщала ему, что он не сможет этого сделать, не превратившись в жертву. В этот момент, когда последние лучи надежды гасли, из тумана проявилась массивная тень. К Скару приближалась горилла с серебристой спиной. Атлас. Ее размеры и мощь можно было сравнить с небольшим автомобилем. В ее глазах не было страха или агрессии, лишь неземное спокойствие, как будто она понимала, что происходит. Атлас шагала медленно, оценивая ситуацию, ее поза была расслабленной, но настороженной. Она приближалась к льву, который был готов броситься в бой, но его тело, покрытое синяками и ранениями, не подчинялось командам. Атлас с любопытством и заботой смотрела на льва, не проявляя никакого намерения напасть. Ее внимание было сосредоточено полностью на Скаре, и она, казалось, жаждала помочь, хотя многие бы признали, что это невозможно. Заповедник Эмеральд-Вли, охраняющий редкие виды животных, был последним прибежищем для многих существ. Порой звучали крики редких птиц, а порой в густых зарослях слышались тихие шорохи мелких животных. Главный смотритель Джейсон Кроуфорд начал свой очередной обход, вдыхая свежий утренний воздух, аромат которого сливался с зелеными нотами леса. Однако тишина в джунглях настораживала его. Обычно здесь слышались звуки дикой природы. Трели птичек, шорохи в листве, даже легкие шаги крупных животных. Но сейчас царила непроницаемая тишина, и это вызывало ощущение надвигающейся беды. Скоро Джейсон получил предупреждение о следах браконьеров. Эти злодеи были не новыми для данного места, и их противозаконные действия приносили разрушение. Когда он вышел на одну из полян, его сердце замерло в груди. На земле среди травы он увидел льва, чья лапа была в капкане. Скар пытался вырваться, но каждый его движений нарушал покой раны. Рядом с ним стояла горилла Атлас, беспокойно следившая за состоянием льва. Она не пыталась убежать, а на ее лице читалось немое беспокойство. Было видно, что горилла пыталась справиться с инстинктами и нежеланием вмешиваться, и это ужасно поражало Джейсона. Пока Джейсон стоял и наблюдал, Атлас попыталась изучить капкан, протянув свою огромную лапу к механизму. Инстинктивно она старалась помочь льву, издавая низкие звуки, полные беспокойства. Эти необычные звуки звучали как нечто между призывом и мольбой. Джейсон понял, что горилла обращается за помощью, и это было неожиданным открытием. Никто никогда не видел взаимодействия между животными разных видов в таком контексте. Атлас искала возможность освободить Скара, и ее неподражаемая решимость пленила сердце Джейсона. Он почувствовал, как обострились его чувства, и понимание ключевых проблем нарастало в его голове. Скоро прибыла медицинская бригада. Один из ветеринаров по имени Амара обладал опытом работы с дикими животными. Он быстро оценил ситуацию и вводил льву транквилизатор, чтобы облегчить его страдания и погрузить в состояние, где он бы не чувствовал боль. Рейнджеры заботливо освободили Скара из капкана, и Амара начал обрабатывать его рану с необходимой осторожностью. В это время Атлас не покидала место. Ее глаза светились тревогой и заботой. Она всматривалась в процесс.
Атлас активно наблюдала и тревожилась, как будто могла почувствовать каждую пронзающую болью, пронзенную нитью в состоянии Скара. Когда Скара подготовили к транспортировке обратно в медицинский центр, Атлас сделала шаг вперед и положила лапу на край кузова джипа. Для всех присутствующих это был шок. Ее жест был чувствительным и человечным. Она прощалась с львом, и в этом прощании заключалась искренность, о которой они никогда ранее не слышали. В его глазах Атлас могла видеть что-то одно — понимание. Невозможно было сказать, что именно коммуникация этих животных значила, но и Джейсон, и Амара почувствовали, что на их глазах разворачивалась история о преданности и дружбе. Это напомнило Джейсону о том, как 7 лет назад он спас детеныша гориллы и львенка. В те далекие дни оба были настолько малы, что их дружба казалась дикой и абсурдной. Это было нечто, что удивляло всех, поскольку детеныши играли вместе через решетку, не обращая внимания на свое видовое различие. Два создания, парящие друг к другу с любовью и безмятежностью, сделали возможным пересечение границ, которые казались непонимаемыми для взрослого мира. Возможно, эта детская дружба оставила глубокий след в их памяти, и теперь, спустя столько времени, происходило что-то удивительное. В то время как Омара сомневался, смогут ли животные помнить события спустя годы, Джейсон, поддерживая уверенность в своем голосе, считал поведение Атласа и Скара абсолютно не поддающимся объяснению. Их коммуникация стала для него чем-то божественным, высшим проявлением инстинкта. Это было что-то большее, чем просто инстинкт. Это было взаимодействие, основанное на эмпатии и понимании. Тем временем Джейсон не мог не задаться вопросом, не должна ли природа самих животных дойти до точки, в которой они могут чувствовать, сопереживать и пониматься друг друга на более глубоком уровне. Его мысли уводили его в непрекращающиеся раздумья о соединении, сосуществовании и значении привязанности в их мире. Скар был помещен в медицинский центр заповедника для серьезного, но не смертельного лечения. После осмотра Омара принялся за обработку раны, тщательно изучая ее и беря образцы для анализа. Мужество этих диких животных постоянно оставалось у него на виду, а также в ранней могучей лапе Скара, пытающейся сбросить оковы боли. Атлас, несмотря на расстояние, ежедневно приходил к границе периметра, наблюдая за его состоянием как верный охранник, встававший на защиту своего странного друга. Иногда она оставляла фрукты у ограды, как будто пыталась протянуть руку помощи, не осознавая, как ее жесты могли касаться людей. Джейсон вел тщательные записи о поведении Атласа и реакции Скара. Лежа в своей палатке в ожидании того, что будет дальше, он задумывался о возможностях, которые заключались в этой уникальной связи. В то же время заповедник сталкивался с финансовыми трудностями. Сокращение финансирования ставило под угрозу существование их экосистемы. В один из вечеров Ричард Уолтерс, директор заповедника, заявил о необходимости в поиске новых спонсоров. Тон его был настороженный, но Джейсон чувствовал, что они не могут позволить себе сдаться. Увидев необходимость в команде, он решился предложить новые подходы для привлечения средств, придавая себе смелости, исходя из глубокой привязанности ко всем обитателям заповедника. После долгих обсуждений Джейсон решил перевести Скара в наружный вольер, где его мог видеть Атлас. Он понимал, что это будет экспериментов, риск, но, возможно, именно он станет важной вехой. Как только лев вышел в новый вольер, Атлас издала призывные звуки, которые привлекли внимание льва. Это был уникальный момент, заполненный искренним чувством, поскольку Скар услышал ее и вдохновит откликнулся. Они обменивались звуками, напоминали ритуал приветствия, и Джейсон понял, их связь вырастала во что-то прекрасное.
Это было не просто случайное событие. Это был факт того, что существуют чувства, которые могут объять даже самую жестокую природу. Джейсон заметил, что Атлас продолжала оставлять фрукты и листья у вольера Скара. Он и Амара решили документировать это необычное взаимодействие. Их наблюдения были полны удивления, ведь такое поведение более характерно для людей, чем для диких животных. Обычно по природе животные были далеки от такого рода взаимодействия, но эти два существа становились символами новой эры в изучении животных. К тому времени, как другая часть мира вдруг узнала об их маленькой истории, их жизнь уже начала принимать новые формы, что было удивительным. Видеозаписи взаимодействия животных стали вирусными. Внимание СМИ и ученых привлекло публику к заповеднику. Ученые из разных уголков мира начали интересоваться уникальным поведением животных. Это привело к новым источникам финансирования и сотрудничеству с природоохранными фондами, что было жизненно важно для их endangered species. Каждое новое открытие поддерживало надежду на лучшее завтра, и это вдохновляло Джейсона над команде продолжать свои усилия. Несмотря на все преграды, они знали, что успех зависит от единой цели и единого стремления. Однако в то время, когда заповедник стал маркером для добрых новостей, Джейсон заметил подозрительную активность браконьеров. Он начал беспокоиться о том, когда они снова прерванутся на их часть мира. Он усилил охрану заповедника и увеличил количество рейнджеров на патрулирование, считая, что дружба и поддержка, которые они развили, важно защищать от внешнего мира. Но, несмотря на то, что следы проникновения были обнаружены, нарушителей не находили. Тем временем Скар восстанавливался быстрее благодаря общению с Атласом. Его обмен звуками и взаимодействием с гориллой показали, что настоящая дружба имеет положительный эффект на эмоциональное и физическое состояние живых созданий. Джейсон и Амара обсуждали будущее, как они могут обеспечить безопасность и Скара, и Атласа. Создание буферной зоны стало приоритетом, поскольку вслед за хорошими новостями шло и неспокойствие. Они не могли позволить себе отказаться от успеха, в который так трудно было поверить. В ночь перед запланированным выпуском Скара система безопасности зафиксировала нарушение периметра. Браконьеры проникли на территорию заповедника и направились к вольеру Скара, замышляя осуществить свои зловонные планы. Джейсон вновь обострил свою бдительность, когда его сердце учащенно заколотилось. Это было не просто животное, это был символ надежды, и он должен был сделать все, чтобы их связь осталась неразрушимой. Вместе с деревьями, которые давали тень и укрытие, он как будто чувствовал их страдания. Когда Джейсон спешил на помощь, он увидел 3 мужчин в камуфляже, пытающихся взломать замок вольера Скара. Он понимал, что их цель была ясна — убить льва, чтобы продать его голову на черном рынке. Они хотели разорить его жизнь в мрачных целях, и это разъедало его. Несмотря на паническое состояние, Джейсон быстро подготовил транквилизатор и был готов к защите. Важно было, чтобы он действовал быстро и решительно, и его нутро наполняло желание защитить Скара и организовать его безопасность. Внезапно из глубоких джунглей возникли гориллы во главе с Атласом. Их появление сразило браконьеров, которые не ожидали, что любые животные наконец потеснят их. Гориллы атаковали с невероятной быстротой и слаженностью, их размер и сила были сбивающими с толку и устрашающими. Это особенно поражало Джейсона, который решил воспользоваться замешательством, чтобы выстрелить транквилизатором в одного из браконьеров, придавая себе смелости. Атлас быстро нейтрализовал одного из браконьеров, бросив его в сторону, как будто отмахнувшись от мухи. Команды патруля заповедника задержали последнего нарушителя на этом пути.
Скар через прутья вольера наблюдал за происходящим, понимая, что его мир во всей безопасности. Его внутренний мир, который когда-то напоминал о боли и страдании, был теперь уменяем защиты и надежды. Он чувствовал, что общая цель была явной – охранять и защищать то, что стало его новым домом. После задержания браконьеров комедия неполадки развернулась, когда они признались, что действовали по заказу коллекционера из Китая. У Джейсона замерло сердце. Наиболее шокирующим стало то, что информацию о местонахождении Скара передал один из сотрудников заповедника, оказавшийся предателем. Стремление к деньгам отвратило его человеческие ценности, и теперь это может разрушить все. Словно тени вылезли на поверхность. Молодые рейнджеры, которые полагались на защиту, теперь сами повинны в каких-то несчастьях. Джейсон предположил, что, возможно, единственным выходом будет предостеречь лес и дать Скару шанс вернуться к жизни. Он предложил выпустить Скара на территорию группы «Атласа». Эта идея вызвала шок и недоверие среди сотрудников заповедника, словно звучала сирена, требующая возврат к дневным хаотическим проблемам. Но кабинет, в котором они обсуждали это, стремительно наполнился словно белоснежным светом, и все поняли, что это просто необходимо. После долгих дебатов было принято решение создать полуоткрытый вольер для эксперимента, хотя многие все еще сомневались и в безопасности этой идеи. Настал день, когда Скар осторожно вышел из клетки, сжимающей его тело. Он настороженно двигался, исследуя новую территорию и каждую ее грань, как будто пробираясь через густые джунгли. Атлас, забравшись ближе к клетке, издал тихий звук, который, казалось, приводил сердце Скара в движение, привлекая его внимание. Полное ожидание мгновение следовало за этим, когда Скар и Атлас установили контакт. В этом моменте горилла коснулась гривы льва, как будто хотела выразить ему всю свою любовь и понимание. Скар быстро адаптировался к новому окружению и полностью интегрировался в новую среду. Его жизнь теряла свою огненную тревогу. Теперь он проводил время, спя рядом с гориллами, охотился на мелкую дичь и все более безбоязненно исследовал мир вокруг. Детеныши горилл воспринимали Скара как игрушку и со смехом и радостью развлекались с ним. Их взаимодействие стало гармоничным, и жизнь в заповеднике развивалась в удивительной атмосфере дружбы и любви. Эта ситуация открыла новую главу в понимании млекопитающих. Возможно, под защитой дикой природы существовала иная, более тонкая сеть связей, объединяющая их всех. Видеозаписи и фотографии их уникального сосуществования стали сенсацией. Заповедник обрел известность на мировом уровне, получая пожертвования и поддержку со всех уголков планеты. Исследования Джейсона и Омары начали открывать новую главу в понимании межвидовых взаимодействий. Каждый день сюжеты о дружбе Скара и Атласа вселяли надежду, и когда мир узнал о них, оно внезапно стало дышать на новый лад. Их история стала символом изменения, возрождения и возможности. Так уродливая слава превратилась в любовь. История Скара и Атласа показывала всему миру, что сострадание и дружба способны творить чудеса. Даже в самом сердце дикой природы, где мрак угрожает, настоящая дружба может расцвести. Скар и Атлас стали символами надежды, защищая друг друга и поддерживая, когда наступали моменты силы и слабости. Эта уникальная связка повела мир к пониманию, что единство и взаимопомощь – это то, что должно объединять всех, независимо от видов. В сердце каждого из них горела искра, и именно она вела вперед в этом великом путешествии жизни.